Привет, аниме-маньяки и любители визуальных экспериментов. Это видео выходит, поскольку вы сами выбрали этот вариант у меня в телеграм-канале. И я, Крейс, и сегодня мы погрузимся в мир, где обычная анимация уходит на второй план, уступая месту невероятным и причудливым визуальным стилям. Готовы увидеть, как аниме может выглядеть вовсе не так, как вы привыкли, от сюрреалистичных пейзажей до анимации, которые заставляют ваше воображение трепетать. Вот 10 аниме с необычной анимацией, которая просто не может заставить вас равнодушным. Кстати, я начал стримить на Твиче, где вместе с вами смотрим аниме и играем. Первое аниме «Пинг-понг». Цукимото Макао, призванный Смайл, и его друг Хошино Ютака, известный как Пеко. Двое подростков страстно увлечены настольным теннисом. Смайл играет из-за давления окружающих, тогда как Пеко играет ради удовольствия и побед. История исследует их внутренние конфликты, поражения и победы, а также то, как спорт изменяет их жизнь. В ходе сюжета друзья сталкиваются с конкурентами, которые заставляют их пересмотреть свои взгляды на спорт и на жизнь. Это не просто спортивное аниме, это глубокая история о поиске себя и преодолении внутренних преград. Стиль анимации уникален, он усиливает эмоциональные моменты и делает каждую сцену незабываемой. Это аниме демонстрирует, что даже маленький спорт может стать ареной великой драмы. В Мононоке история следует за таинственным лекарем, известный как продавец лекарств, который путешествует по феодальной Японии и изгоняет злых духов, называемых Мононоки. Каждый Мононоки связан с определенным негативным чувством, и продавец лекарств должен выяснить его форму, причину и правду, чтобы провести их знания. Аниме состоит из нескольких арок, каждая из которых рассказывает отдельную историю о духах и человеческих эмоциях. Мононоке – это настоящий шедевр в жанре мистики. Визуальный стиль напоминает традиционные японские гравюры, создает уникальную атмосферу, которая идеально дополняет сюжет. Этот сериал словно ожившая картина, в которой каждое движение имеет смысл. Это аниме обращается к древним страхам и показывает, как глубоко они укоренились в человеческой психике. Следующее аниме – «Сказ о 4,5 татами». Это аниме я уже рассказывал в своем видео про 10 аниме про хикикамори. Главный герой – безымянный студент, который многогранно проживает свои университетские годы каждый раз, выбирая разные пути и сталкиваясь с новыми последствиями. Он оказывается на распутье, выбирая между разными студенческими клубами и влиянием разных людей на его жизнь. В конце концов, он понимает, что каждый его выбор был важен и учится ценить каждый момент своей жизни. «Сказ о 4,5 татами» – это головоломка для ума и сердца. Его быстрая и почти сумасшедшая подача погружает зрителей в хаос, выбора и сожалений. Это произведение для тех, кто любит задумываться, а что если? Его можно пересматривать вновь и вновь, находя новые смыслы и аспекты. Но я бы не стал. Что ж, я думаю, многие глянули это аниме, ведь это Моб Психо 100. Кто не смотрел, живо смотреть. Кагияма, по прозвищу Моб, обычный школьник с экстрасенсорными способностями. Моб стремится быть нормальным и не использовать свои силы, чтобы избежать неприятностей. Однако его способности привлекают внимание различных экстрасенсов и злых духов. По мере того, как его эмоциональное состояние достигает критической точки, его сила становится неуправляемой. Он пытается найти баланс между своей необычной сущностью и желанием остаться обычным человеком. Моб Психо 100 – это ода человеческим эмоциям и тому, как важно оставаться самим собой. Даже если ты обладаешь огромной силой, это аниме о принятии себя и преодолении внутренних барьеров, которые поражают своей эмоциональной глубиной. В мире, где важно казаться, Моб учит быть настоящим. А еще аниме завершили, что является редкостью, так что, может быть, на стримах будем пересматривать. Когти зверя. В мире, где существуют монстры, поедающих людей, есть группа охотников, чья задача уничтожать этих существ. Однако все меняется, когда Тосикихо, один из этих охотников, влюбляется в Юки, которая оказывается одной из монстров. Их запретная любовь сталкивается с обеих сторон конфликта, и они вынуждены бороться не только за свою жизнь, но и за право быть вместе. Когти зверя – это смелая и дерзкая интерпретация классической истории о запретной любви. Стиль анимации групп даже немного уродлив, но это идеально отражает внутреннюю борьбу персонажей. Это история о том, как любовь может быть и разрушительной, и спасательной одновременно. Она захватывает своей непредсказуемостью и эмоциональной силой.
Граф Монте-Кристо. Адаптация романа «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, перенесенная в будущее. Альбер де Морсерф, сын известного генерала, знакомится с загадочным графом Монте-Кристо и становится его другом. Граф на самом деле планирует сложную месть против тех, кто предал его в прошлом. История разворачивается в мире, где технологии переплетаются аристократическими интригами, а на каждом шагу есть место предательству и обману. Граф Монте-Кристо – это роскошный визуальный пир, сочетающий классику и футуризм. Визуальный стиль с использованием текстур и сложных узоров превращает каждую сцену в произведение искусства. Это история о мести, любви и предательстве, которая поражает своей драматичностью и глубиной. Весенняя ночь коротка. Главная героиня – девушка, которая проводит одну необыкновенную ночь в Киото, встречая самых различных людей и попадая в самые неожиданные ситуации. Она движется по городу, не думая о последствиях. Ее путь пересекается с молодым человеком, который отчаянно пытается привлечь ее внимание. История сочетает в себе элементы романтики, комедии и сюрреализма, создавая атмосферу безумного ночного приключения. «Весенняя ночь коротка» — это фильм о жизни, полный случайностей и удивительных встреч. Сюрреалистический стиль и причудливые персонажи делают это аниме настоящей визуальной одой приключениям, где каждое мгновение — это праздник. Фильм напоминает о том, что жизнь полна неожиданностей, если мы позволяем себе быть открытыми для них. Шутки чокнутой столицы. История происходит в зеркальном Киото, где различные мифологические и сказочные существа живут вместе с людьми. В центре сюжета семья, которая оказалась разделена из-за различных обстоятельств. Главная героиня, Кото, ищет своего отца, что ведет ее в мир, полный чудес и опасностей. По мере продвижения сюжета, история становится все более сложной, перемешиваясь с мифами и легендами. Шутки чокнутой столицы – это яркое, эмоционально насыщенное путешествие в мир, где фантазия и реальность сливаются воедино. Анимация яркая и красочная, что идеально подходит для темы семейных уз и поисков себя. Это аниме показывает, что даже в хаосе можно найти красоту и смысл. Страна самоцветов. В далеком будущем существа, сделанные из драгоценных камней, борются с таинственными существами с Луны, которые стремятся захватить их. Главная героиня, Фос, является одной из слабейших среди камней, но мечтает найти свое предназначение и стать полезной. В процессе поиска своего места в этом жестоком мире, Фос сталкивается с многочисленными опасностями и преображается как физически, так и эмоционально. Страна самоцветов – это не просто аниме о борьбе за выживание, а глубокая метафора о поиске идентичности и принятии изменений. 3D-анимация не так уж и плоха, а сюжет поражает своей эмоциональной интенсивностью. Это история о том, как слабость может стать силой, если найти свое истинное предназначение. Мертвые листья. Пенди и Ретро – два преступника, потерявшие память, которые пытаются сбежать с футуристичной тюрьмы под названием «Мертвые листья». Тюрьма находится на разрушенной Луне, и чтобы выжить, герои вступают в сражение с безумными охранниками и мутантами. Фильм насыщен безумным экшеном, абсурдным юмором и гиперактивным визуальным стилем. «Мертвые листья» — это чистая энергия, воплощенная в анимации. Каждая сцена — это взрыв адреналина, где нет времени на раздумья. Это аниме для тех, кто ищет что-то дикое, непредсказуемое и абсурдно неправильное. Оно уходит от стандартов и предлагает что-то новое и дерзкое. Каждый из этих аниме – уникальный опыт, который предлагает зрителю что-то особое. Некоторые из них стали культовыми благодаря своим новаторским идеям и яркими персонажами, тогда как другие, более экспериментальные или специфические, могут не найти свою массовую аудиторию, но все равно заслужили внимание за свою оригинальность и смелость выражения. Если хотите вторую часть, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, Twitch и YouTube, а также не забывайте поставить лайк, и еще увидимся.